Сегодня мы часто слышим о противостоянии Запада и Востока Европы, но мало кто знает, что корни этого разделения уходят в далекое прошлое, во времена христианизации славянских народов. Это была эпоха, когда языческие славянские племена оказались между двумя христианскими центрами силы – Римом и Константинополем, что навсегда изменило облик Европы. Славяне начали выделяться среди других индоевропейских народов на территории междуречья Вислы и Днепра в период с конца первого тысячелетия до нашей эры до начала первого тысячелетия нашей эры. В IV-V веках они окончательно сформировались как отдельный этнос. Согласно данным археологии, образовались славянские археологические культуры – Пражская, Склавины, Пеньковская, Анты и Калачинская. В это время христианство уже представляло собой мировую религию с глубоко разработанной теологией, развитой структурой. Оно распространилось на значительных территориях, охватывая регионы от Эфиопии на юге до Ирландии на северо-западе. Христианскими историками были сделаны первые записи о славянах. В первой половине VI века Иордан в своей книге «История готов» указал на поселение славян вдоль Карпатского хребта, окруженное Верхней Вислой, Нижним Дунаем и Днепром. Важную роль в увеличении численности славян в VI веке сыграло начало использования плуга, что способствовало улучшению продуктивности сельского хозяйства. Также освободились территории Восточной Европы вследствие великого переселения германских народов дальше на запад и распада империи гуннов. Не забудьте подписаться, пишите комментарии, ставьте лайки. Славяне сформировали Анский союз, который вскоре был разбит и покорен пришедшими с востока тюркскими племенами авар. Под их руководством массы славянского населения, сосредоточенные в Нижнем Дунае, двинулись на Балканы и заняли землю вплоть до Пелопоннеса. Набеги варваров аваро-славян смели дунайскую границу Византии, которая тогда была сильно ослаблена войной с персами и Юстиниановой чумой. В то же самое время другие потоки экспансии двигались на запад, достигая Восточных Альп, Балтийского моря и бассейна Эльбы. Сами авары обосновались на плодородной Паннонской равнине, которая обеспечивала благоприятные условия для разведения стад, соответствующие их кочевому образу жизни, и служила удобной базой для нападений и контроля над Восточной Европой. Ранее славянские поселения практически не встречались в горах, чаще всего выбирались участки плодородной почвы вблизи рек и лесов. Жители сельских поселений были полностью самодостаточными, хотя их жизнь была низкого уровня, что отмечали византийцы. У них не существовало никакой формы развитого ремесла, за исключением рудиментарной формы обработки железа. Нет никаких четких следов широкой торговли. По словам псевдомаврикия, славяне были многочисленны и выносливы. Они легко переносили жару, холод и непогоду, а также нехватку одежды и средств к существованию. Письменность пришла к славянам после христианизации. Как следствие, языческой литературы как таковой не существует. Славянское язычество явно доминировало мужскими богами индоевропейского происхождения. Прокопий Кесарийский писал, что славянские племена склавинов и антов поклонялись богу грома, как владыке всего мира. Его называли Перуном, что происходило от индоевропейского корня пер, который означает бить, ударять, сверкать и ассоциируется с молнией и громом. Религиозные воззрения славян сводились к тем древнейшим религиозным верованиям, которые были общими для эфетичных народов, и дальше почти не подвинулись. Соответственно этому у них не было выработано строгих форм культа, не было и особого жреческого сословия. Славянские верования также сохранили очень древние доиндоевропейские образы. Эти персонажи славянской культуры преимущественно женские. Мойра, смерть, Баба-Яга, сырая мать-земля. Частью славянского фольклора были низшие существа, такие как русалки, леший, домовой и вампиры, и встречались у многих славянских народов. В начале VII века авары в союзе с Персией начали войну против Византии. В 626 году армия аварского каганата, состоявшая в основном из славян и булгар, осадила Константинополь. Варварам почти удалось взять город, но римлянам удалось отразить атаку. После этого аварский каганат начал стремительно распадаться. Отделились булгары, а славяне при поддержке франков создали свое первое государство под предводительством Само. Император Византии Ираклий заселил сербов и хорватов на территории, ранее опустошенной аварами. Затем он крестил их, пригласив из Рима священников. Первая христианизация среди сербов не оставила глубокого следа, а хорваты приняли христианство мирно и свободно. Таким образом, крещение первого славянского народа прошло при сотрудничестве Рима с Константинополем. Позднее византийцы насильно переселяли большие общины славян в Малую Азию в качестве военных подразделений для борьбы с исламским халифатом. Там они принимали христианство. С конца VIII века Византия начала восстанавливаться после вторжений славян, и к середине IX века греческий полуостров снова оказался под контролем Византии. Славяне были ассимилированы грекоязычным большинством. То же самое происходило в Албании со стороны албанцев.
Обращению славян в христианство мешала работорговля, поскольку христиане не могли быть рабами, это истощало этот прибыльный рынок. Англосаксы и славяне поставляли человеческий скот для средневековой торговли до того, как были интегрированы в христианский мир и защищены тем самым от рабства. После крещения хорватов дальнейшая миссия остановилась. Она продолжилась кельтскими монахами, которые сыграли важную роль в ее возобновлении и привели к конкуренции между церквями за новую паству. Кельтские христиане практиковали перегринацию, добровольное изгнание ради проповеди христианства, и воспринимали жизнь как странствие к Богу. Древнейшие сведения о намерении ирландских миссионеров распространить Евангелие среди языческих славян историки находят в первой книге «Житие аббата Колумбана и его учеников», написанной приблизительно в середине VII века. Мученическую смерть от рук альпийских славян нашли святые Марин и Аниан, принадлежавшие к ирландским монахам. Почетное звание апостол славян принадлежит епископу из Баварии ирландского происхождения святому Вергилию. Он был инициатором миссии к каринтийским славянам, современные словенцы, и даже в Нижнюю Панонию. Сначала правитель Каринтии Барут обратился к баварцам за помощью в защите от аваров, за что лично обратился в христианство. Его преемник Хатимир попросил Вергилия помочь в христианизации всей страны, и тот отправил около 755 года монаха Модеста. Его миссия стала успешна, и он получил в истории звание апостол Каринтии. Модест помог стабилизировать страну против вторжения аваров. В 796 году Карл Великий разгромил аварский каганат, а их предводитель сдался ему и принял христианство. Территорию Панонии заняли славяне, чей лидер Прибина принял христианство. Карл Великий также разгромил западнославянское племя сорбов в современной Саксонии и Тюрингии и установил контроль над их территориями, которые частично вошли в состав империи франков. Земли сорбов впоследствии подверглись германизации. Тем не менее, славянское наследие сохранилось, особенно в топонимах, таких как Лейпциг. Распространение христианства по Европе перешло почти полностью в руки немцев, населявших окраинные христианские земли, которые граничили с языческими на севере и востоке. В результате смешались религиозные, демографические, экономические и национальные мотивы, что придало этому движению очень своеобразный характер. Его доминирующим аспектом стало в конце концов противоборство немцев и славян, при котором религиозные мотивы отступили на второй план, поскольку немцы без колебаний вступали в борьбу даже с теми соседями, которые приняли христианство. В результате разгрома авар Карлом Великим возникло и начало усиливаться славянское княжество Великая Моравия. Его правитель Ростислав, хотя и стал королем при поддержке франкского правителя, стремился утвердить свою независимость от франков, поэтому он обратился за помощью к Византии. В своем письме он говорит, что его страну заполнили миссионеры из немцев, латинян и ирландцев. Таким образом, конкуренция среди христиан разных направлений в Великой Моравии, начатая кельтскими христианами, переросла в соперничество Рима и Константинополя в деле крещения славян. Поэтому византийский император отправил к Ростиславу братьев Кирилла и Мефодия. В 863 году они прибыли в страну и сразу же начали учить и проповедовать на славянском языке народа. Они основали школу для подготовки молодых людей к священству. Они разработали славянский алфавит глаголицу, чтобы записать Библию и литургию. В 868 году Папа Римский пригласил себе двух братьев, чтобы объяснить их работу. Они прибыли в Рим и привезли с собой мощи святого Папы Климента, убитого в первом веке в Херсонесе во время гонений в Римской империи. Этот жест стал важным символическим знаком того, что их миссия была направлена не против Рима, а в поддержку христианства в целом. Папа был настолько впечатлен их успехом, что сделал их обоих епископами и, вопреки ожиданиям, дал полномочия продолжать свое служение на славянском языке. Однако Константин поступил в монастырь в Риме и взял новое имя – Кирилл, в знак своей новой жизни. Мефодий вернулся в Моравию и продолжал свои усилия еще 16 лет. Инцидент в Риме еще больше расширил его влияние. Мефодий обеспечил себе свободу и расширил свою власть на Панонию. По смерти Мефодия Святополк Моравский снова предоставил немецкому духовенству свободу действий в своей стране. Ученики Мефодия были изгнаны и направились в Болгарию, куда привезли глаголицу. На ее основе была разработана кириллица, которая стала основой православной славянской письменности. Болгары рассматривали ее как способ сохранения независимости от византийского влияния. Сами булгары, как и славяне, были покорены аварами, но в 635 году хан Кубрат возглавил успешное восстание. Они захватили значительную часть бассейна Дуная и со временем смешались со славянскими племенами, приняв их обычаи и язык, дав им свое имя. Болгары были истинной угрозой для Византии и нередко громили ее.
В середине 8 столетия император Константин Капроним переселил во Фракию большое число считавшихся еретиками павликиан для укрепления границы от болгар. С большим успехом павликиане начали обращать свою веру болгар и привели к появлению позже близкого к ним движения богомилов. Рост павликианства и влияние византийского христианства было причиной поиска болгарским царем Борисом союза с восточными франками и Римом. Чтобы помешать этому, Византия в конце 863 года объявила войну булгарам в период голода и стихийных бедствий. Застигнутый врасплох, князь Борис был вынужден заключить мир с византийцами, пообещав принять христианство по восточным обрядам. Борис снова попытался заключить договора с франками. Это разгневало патриарха Фотия и вызвало временный Фотиев раскол. После кратковременного всплеска язычества христианство укрепилось при сыне Бориса Симеоне. Из соседних Панонии и Болгарии наследие Кирилла и Мефодия проникло к сербам, которые также приняли христианство. Соседняя с ними Босния, хотя формально перешла под римо-католическую юрисдикцию, сохраняла язычество. В середине XIII века здесь возникла местная боснийская церковь. Историки связывали ее с богомильством, хотя теперь это отвергнуто большинством ученых. Римская церковь организовала против нее несколько неудавшихся крестовых походов. В конце IX века кочевники-язычники-венгры завоевали Паннонскую равнину и начали набеги на христианские страны. Они разрушили Великую Моравию и вынудили Германию платить им дань. На руинах Моравии стало возвышаться чешское государство, христианизацией которой занялся князь Вацлав Святой до своего убийства в 935 году собственным братом Болеславом Грозным. Император Оттон Великий принудил герцога Болеслава восстановить христианство. Армии чехов и немцев объединились против венгров в победоносной битве на реке Лех 10 августа 955 года. Но христианизация Чехии осуществлялась медленно, с отступлениями. В конце X века святой Адальберт, архиепископ Праги, например, считал, что чехи вернулись к язычеству и погрязли в многоженстве. Победа над язычниками-венграми открыла возможности для дальнейшей христианизации. В 965 году польский князь Мешко I крестил себя и свою страну через посредничество чехов. В начале XI века поднялось языческое восстание, которое было подавлено Казимиром Восстановителем. Вскоре после Польши христианство приняла Киевская Русь. Сначала правящая элита была преимущественно скандинавской, но к середине века она быстро славянизировалась, оставив свое название. Славянское присутствие на севере было преимущественно культурным проникновением, где коренное финно-угорское население сменило свой язык на славянский. Русские славяне под влиянием варягов пришли к мысли изображать своих богов в истуканах. При Владимире впервые появляются на Руси и храмы, вероятно, им сооруженные, в которых он сам приносил жертвы. Князь Владимир сначала неудачно пытался подавить христианство, но в 988 году принял крещение от Константинополя, после чего в стране начала распространяться новая вера и кириллица. Он силой навязывал крещение язычникам, некоторые из которых сопротивлялись до XII века. После крещения Киевской Руси последними язычниками-славянами оставались венды и поморяне, которые жили на берегу Балтийского моря. В отличие от остальной славянской религии, которая сегодня может изучаться только на фольклорном уровне, в Венской области записи детально описывают храмы, в которых находились воинские идолы индоевропейского наследия и религиозные церемонии, проводимые жрецами. Венды были частично покорены Оттоном Великим до реки Одер, сразу после победы над язычниками-венграми и включены в состав империи. Но уже при его преемнике они подняли Великое Восстание, в ходе которого даже разрушили Гамбург и вернулись к язычеству. Вследствие этого произошла почти полная остановка дальнейшей немецкой экспансии на восток на следующие 200 лет. В XI веке князь венского племени абадритов Гаршалк крестился в Англии и пытался христианизировать свой народ, но был убит язычниками. В начале XII века польский герцог Болеслав III Кривоустый подчинил языческую, ранее независимую Померанию и с помощью епископа Отто Бамберского христианизировал страну. Во время Второго крестового похода возникла идея принудительного обращения вендов, которые были ближе, чем Палестина. Она была поддержана папством, но без участия Германской империи. Армия состояла из саксов, датчан и поляков. Лидерами похода были Генрих Лев и Альбрехт Медведь. Поход произошел в 1147 году и привел к формальному крещению части вендов. Остальные были покорены к 1168 году, когда датчане заняли остров Рюген, завоевав крепость Аркону. Там, во внутреннем помещении храма, возвышалась огромная статуя Свентовита с 4 головами, обращенная по 4 сторонам света. С ее разрушением последние независимые славяне-язычники были побеждены.
Земли абадритов под названием Мекленбург вошли в империю, а население подверглось не истреблению, а активному онемечиванию. Правители славянской династии сохраняли власть до 1918 года. Передача Бранденбурга, тогда Бранибор, Альбрехту Медведю формально не была частью Венского крестового похода 1147 года, но эти события оказали значительное влияние. Местный правитель лично принял христианство, тогда как жители оставались в основном язычниками. По завещанию он передал Бранденбург Альбрехту, что вызвало восстание, которое было подавлено. После формального принятия христианства славянское народосознание не сразу полностью отказалось от языческих традиций. Старые верования частично слились с новой религией. Некоторые языческие боги были переосмыслены как христианские святые, другие низведены до статуса бесов, а часть родовых духов продолжала почитаться в рамках местных обычаев. Христианизация также разделила славян на две цивилизационные традиции – католическую и православную. Это разделение оказало глубокое влияние на их последующее развитие, сформировав уникальные особенности каждой группы. Если вам нравится мой контент о истории христианства, вы можете поддержать канал, сделав пожертвование. Ссылки на мои страницы на Patreon, Privat24 и PayPal вы найдете в описании под видео. Ваша поддержка очень важна.